Приветствую вас, друзья! У нас прогноз на вторую половину октября для знака зодиака Овен. Мы коснемся сферы любви, отношений, работы, карьеры, бизнеса, финансов. Также получим совет, предупреждение от Таро, советы от оракулов. И у нас будет маятник в конце расклада. Маятник ответит на ваш вопрос, да или нет. Овны, вторая половина октября. Давайте посмотрим, что у вас будет происходить в начале этих 15 дней. Ваш настрой, ваши ожидания. Да, ожидание, чтобы что-то наконец-то закончилось. Что вас ждет в личных отношениях? Первая карта. У кого они есть? Отношения или брак. Вторая для тех, кто в поиске любви. Работа, карьера, бизнес. У кого есть занятость? Что у вас будет происходить? И для тех, кто в поиске работы, вашей перспективы. Финансы. Что вас ждет в конце этих 15 дней, в конце октября? И совет или предупреждение от Таро. На дне колоды у вас король жезлов. Ну, если у меня мужчина смотрит карту, показывает вас. Как правило, она говорит, что вам пришла пора менять свою жизнь. В первую очередь вам нужно научиться распознавать препятствия на своем пути и умело их преодолевать. Вот сейчас, в эти 15 дней, даже больше, в конце октября вас будет переполнять энергия, энтузиазм. Вы можете справиться с любой задачей. И вот может потребоваться ситуация в конце октября. Здесь, конечно, вот две фигурные карты. Королева кубков может показывать опять же вас. Это когда наши эмоции зашкаливают. То есть карта говорит, что вам нужно будет справиться с какой-то эмоциональным вопросом, постараться сдержаться. Нужно будет овладеть как бы собой, проявить волю и принять какое-то важное решение. Вот две десятки, да, у вас вот в начале десятка мечей, в конце десятка жезлов. Так, хорошо. Давайте мы еще вернемся к этому вопросу. Сюрприз, неожиданность. Овны, вторая половина октября. Так, я хочу уточнить вот эту змею. Вот здесь как сюрприз карта показывает, что вы добиваетесь какого-то успеха. Вы получаете какие-то очень счастливые, радостные новости. Это может быть какой-то переезд, поездка, какие-то перемены в вашей жизни. Это может касаться работы, ваших семейных планов. Также здесь может быть и отношения это касаться. Но вот для того, чтобы вот это реализовать или вот это путешествие совершить, у вас на дороге ложится вот эта змея. Змея, как правило, это преграда, это препятствие на пути. Это может быть препятствие в виде каких-то препонов, но также это может быть и человек. И в то же время карта говорит, что вы можете столкнуться с ложью, то есть от вас вот эти какие-то перемены или известия кто-то будет скрывать. Так, давайте мы уточним, что тут за змея. Смотрите, гроб – это какое-то завершение. Вы здесь можете получить известие по башне от дома, например. Кто-то вам там нашепчет на ушко или какие-то смски, что якобы, например, или ваша супруга, или ваш супруг, или ваш возлюбленный вам изменяет. Но это будет ложь. Ложь будет в том случае, если это кто-то вам сообщит. Если вы это узнаете сами, то здесь может быть известие о том, что в ваших отношениях в браке завелась какая-то змея. И вы эти отношения прекратите. Но также здесь может быть что-то с работой. Хотя здесь девятка пентаклей. Здесь вот только для тех, кто в отношениях. Какая-то башня.
Но вот здесь вам карты говорят, сразу на слово не верьте. Может быть, это из зависти. Или кто-то претендует, например, на вашего возлюбленного или супруга. Вы можете в горячке. Вот почему здесь вам говорят в конце октября. Если вы тут будете принимать решение что-то завершить, это может быть и работа, и отношения, не попадайте под эмоции. И может быть какая-то королева кубков, якобы женщина, которая к вам хорошо относится, вот что-то вам нашепчет на ушко. И вы можете разорвать свои отношения или брак. Потому что гроб это все, это прекращение. Но, как правило, это сплетни. Это сплетни, и это может привести вас к разлуке. Так, хорошо, в начале этих 15 дней у вас ложится десятка мечей. Эта карта показывает, или вам нужно под чем-то уже подвести черту, что-то закончить. Или карта говорит, что вы наконец-то вот, это может быть ваше ожидание, что вы ждете, чтобы какая-то ситуация долго тянущая, которая вас изранила, наконец-то из вашей жизни ушла. Вот для тех, кто ищет любовь, может быть, это ожидание, когда закончится мое одиночество. А вот для тех, кто в браке, здесь ложится башня. Да, башня может говорить о переезде. О переезде, о смене места жительства, но тогда вы столкнетесь, ну, например, вы хотите с кем-то разъехаться, вы хотите продать большую квартиру и купить 2 маленькие. Это может быть препятствие в виде каких-то документов, что-то не оформлено, там какие-то переделки не оформлены. Или это в виде человека, например, с кем вы там живете, разъезжаете, человек заортачится и говорит, я не буду продавать квартиру. Давайте мы десятку мечей уточним. Если вы долго были без работы, вы на пороге новой работы, но вам придется тут побороться с кем-то. Это получить работу, это начать бизнес. Но здесь еще нужно учиться, оттачивать мастерство. Но карта говорит, вот вам именно нужно показать, что вы умеете. Здесь пройти какой-то конкурсный отбор и выиграть. Или прийти на собеседование, показать все, что вы умеете, и вас примут. То есть это заканчивается период безработицы. У кого-то здесь заканчивается одиночество. Да, в вашу жизнь приходят новые отношения. Это только-только зарождение. Но по 8, как правило, это очень надежные, спокойные, крепкие отношения. Конечно, над ними нужно будет работать. У вас здесь ложится 5 жезлов. Тут или будет борьба за свою новую любовь. То есть вот вы столкнетесь с каким-то препятствием в виде обстоятельств или в виде человека. Или здесь нужно бороться с самим собой, чтобы вступить в эти отношения. Может быть, вы давно уже находитесь в одиночестве. Так, здесь мы сказали, да, вы на пороге счастья, но не все так будет просто. Хорошо, давайте тогда посмотрим башню. Иногда карта говорит о начале строительства или ремонта дома, квартиры. Это может быть переезд. Наконец-то вопрос решается, может быть, долго тянулся. Потому что тут и в совет ложится карта, может быть, новоселье или улучшение жилищных условий. Здесь карта может говорить, что или вы квартиру берете без отделки, то есть туда еще нужно вкладываться. Или, может быть, вы начинаете строить дом. Или вы берете дом, там, может быть, на стадии только что стены стоят, а еще ничего нет. Так, давайте уточним башню. Башня и смерть. Ну, тут перемены идут. Кто-то заканчивает отношения, кто-то уходит из брака, а кто-то переезжает. Десятка может говорить о переезде. Это вот опять на фоне дома, да. Переезд, конечно, это очень затратное. Кто переезжал, тот знает. Это надо все вещи собрать, упаковать, все перевести. Это вот очень много сил, но по королю жезлов вы справитесь. Вам еще может помочь ваша любимая женщина, или тут может быть помощь от мамы. Но также карта говорит, да, вот расширение жилья. Но также карта говорит, что, может быть, отношения были для вас, обузой. Отношения или брак. Тут ложится ваша карта. Может быть, отношения были с несвободным человеком.
То есть тройка — это уже, когда мы смотрим куда-то вдаль, оставляя позади себя вот эту какую-то сложную энергозатратную ситуацию. Ну, у всех это связано с разным вопросом. Если вы собираетесь куда-то уезжать, вообще другой город, другая страна, то вам карта сказала, да, проверьте, во-первых, все документы, особенно то, что связано с изоляцией, чтобы вы были подготовлены, какие-то тесты там с собой, то есть ничего не забудьте. Но гроб всегда показывает важные перемены и переходной этап в нашей жизни. Так, хорошо. Для тех, кто в поиске, я уже сказала. Если вы боретесь с собой, то не стоит этого делать. Вступайте, отношения будут очень надежные. Работа, карьера, бизнес. Вот смотрите, если вы тут, может быть, переходите на какую-то должность или, знаете, вот вы работали на себя. Вы тут что-то, может быть, откажетесь от каких-то планов, что-то вы не смогли реализовать. Вот тянулось, тянулось, тянулось. И вы понимаете, что или сейчас вы это не можете реализовать, или, может быть, вообще надо от этого отказаться. И здесь вы берете за какой-то новый проект, который принесет вам хороший урожай. То есть вот нужно будет, конечно, над ним трудиться, оттачивать еще мастерство, набираться умений, знаний. А может быть, знаете, еще заручиться чьей-то поддержкой, может быть, какого-то спонсора, кто-то, может быть, в вас вложится, для того, чтобы вы добились вот этого финансового благополучия. Но еще по этой карте есть какая-то независимость, потому что здесь человек стоит один. Он сам посадил этот виноград, он его сам вырастил, и он собрал этот урожай. Да, может быть, вы долго работали над своим карьерным ростом. То есть сейчас вы, может быть, то ли переходите на другую работу, то есть вам поступает какое-то новое предложение. Но для того, чтобы уйти со старой работы, все закончить, вам нужно будет вот какую-то черту подвести. Ну, преграды будут, да, может быть, пускать не будут. Или там какой-то, скажут, там двухнедельный или двухмесячный срок вы должны отработать. Но вот это вот новое что-то, оно принесет вам финансовый успех. И самое главное — это независимость. Если эта карта не вас показывает, здесь карта говорит, что если это ваш бизнес, вы во что-то вкладывались, трудились, и сейчас вы наслаждаетесь плодами своих трудов. То есть вам сейчас уже не надо столько много работать. То есть бизнес работает как часы, все налажено. Ну да, вы держите как бы руку на пульсе, но тут уже идет поступление от ранее вложенных трудов. Еще, знаете, может быть как удачный шанс заключить какой-то выгодный контракт, может быть, выиграть какой-то тендер. И тут, когда мы получаем прибыль, вот какое-то удачное стечение обстоятельств. Может быть, вам кто-то что-то предложит, обязательно обратите на это внимание. А для тех, кто в поиске, здесь шестерка жезлов, ну, я уже сказала, здесь выиграть вот что-то. Если вас приглашают на собеседование, ну, вам нужно будет просто постараться и показать вот все, на что вы способны. Также, может быть, вы придете, там будут еще какие-то претенденты. Ну и опять постарайтесь, вы можете получить эту работу. Финансы. Финансы — это паш пентаклей. Это тратится, может быть, на детей, на обучение ребенка. Также это тратится на недвижимость, может быть, задаток какой-то. Вот если вы здесь что-то покупаете, это может быть задаток, вы получите или вам дадут. Еще это может быть помощь от кого-то, вот я как говорила, может быть, это чья-то мама поможет вам с финансами решить ваши дела. Ну, а также у нас пашут какие-то известия, связанные с финансами, с деньгами, может быть, какие-то детские придут. Кто-то здесь, может быть, получает работу, да, а у кого-то здесь может быть какой-то выгодный контракт, вот вам дали задаток, но вы понимаете, что вы на этом хорошо заработаете. И в конце этих 15 дней, в конце октября, ложится королева кубков. Ну, я уже практически ее озвучила, но я хочу ее уточнить. Здесь помощь от какой-то заботливой женщины. Может быть, вот, да, помощь. Может быть, и не помощь. Давайте мы ее уточним. Потому что здесь как бы вот эта женщина, мама или чья-то, может лечь как препятствие на пути. Сейчас мы уточним ее.
Ну, для мужчин это любовь. Да, это новая любовь. Тут встречи, свидания, приглашения, да. Может быть, это будет представительница водной стихии. Ну, или просто показывает влюбленную женщину. Также от этой дамы пойдут какие-то приятные новости и помощь. Нет, здесь ничего такого преград я не вижу. Может, как раз вот эти преграды-то вам и поможет эта дама преодолеть. Еще, знаете, это дама, у которой сильно развита интуиция. Может быть, она вам что-то подскажет или даст отдельный совет, то тогда обязательно прислушайтесь. Может быть, она вам поможет в каких-то ваших делах или планах. Хорошо, и в совет предупреждения у нас ложится 4 жезлов. Знаете, карта может говорить, что вот в эти 15 дней у вас тут 10 мечей, 10 жезлов. Она говорит, отдохните, может быть, на природе, может быть, соберитесь дома всей семьей, что-то вот отметьте. Также она говорит, будьте открыты для новых контактов, для нового общения. Может быть, вот для тех, кто в поиске любви, да, вот, может быть, будете бороться с собой, вступать, не вступать, но карта говорит, что вы на пороге нового знакомства. Или карта говорит, вот, занимайтесь сейчас своим домом, вкладывайтесь в недвижимость, вот для тех, кто переезжает. То есть закрепитесь и обустройтесь, вот займитесь сейчас домом. Так, хорошо, ну и давайте мы получим для вас советы от Веканского оракула. Овны, 2 половина октября. Совет от Веканского оракула для овнов. Арфа, и она у вас прямая сейчас. Подарите тем людям, которыми вы восхищаетесь, щедрые слова благодарности. И принимайте адресованные вам похвалы со смирением и признательностью. Позвольте словам любви и благодарности питать вашу душу и вдохновлять вас к дальнейшему росту и процветанию. Хорошо. И давайте еще получим совет для овнов, 2 половина октября от оракула Королевы Луны. Так, что у нас здесь? 2. Так, это у нас Extremes и Realize. Extremes — это крайности. Карта говорит, научитесь справляться с кризисами спокойно и стойко. Ищите вот сейчас, в эти 15 дней, равновесие. Это всегда лучше, чем крайности, которые вносят в нашу жизнь дисбаланс. Возможно, вот в эти 15 дней появится у вас какой-то человек, который захочет разрушить ваши планы, ваш бизнес, ваши отношения, вашу жизнь. Старайтесь справиться вот с этим конфликтом, гневом, возмущением. Вот карта Realize говорит о том, что отпустите. Сейчас для вас наступило время отпустить все, что больше вам не служит. Избавьтесь от старых негативных привычек, от негативных людей и освободите свое место для чего-то очень позитивного и хорошего. Хорошо. Ну и давайте посмотрим с вами маятник. Так, что ответит маятник для овнов? 2 половина октября. Маятник, ответь, пожалуйста, овнам. Что их ожидает? Так, ответ на запрос овнов, да или нет, 2 половина октября. Ответ маятника. Ну, я надеюсь, вы видите. Маятник сказал «да». О чем бы вы ни спрашивали. Вот так у нас с вами получился прогноз. Я благодарю вас за внимание. Всего вам хорошего.